Ну и так тоже бывает, да. И вуаля, мы купили вторую карту. Вот. Мы застряли, Костян, я тебя поздравляю. Он просто выглядит как диван у бабушки. Ну, очень по-домашнему. Привет. У нас сегодня конец января, лето, тепло. Мы вышли погулять и хотим сегодня показать, как же удобно, комфортно перемещаться по городу Буэнос-Айрес. Сначала мы поедем, попробуем купить вот такую вот карту. Это карта Суви. С ней, как в Москве, с картой тройка можно перемещаться на автобусах, на метро. И ее использовать также при, насколько я знаю, при покупке в каких-то мелких магазинах. Но это не точно, потому что мы сами еще во многом здесь не так хорошо разбираемся. Ну и для нас важно показать, насколько комфортно перемещаться вот с таким вот транспортом. Многие в Аргентину едут либо уже с детьми, либо едут сюда рожать, поэтому комфорт перемещения с коляской здесь очень важен. Из нашего опыта, который, ну сколько, 3 недели, да, мы здесь, со 2 января, сегодня конец месяца, те районы центральные, которые мы прошли пешком, для нас очень комфортны. Да, это центровые районы, конечно. В пригородах мы тоже были. Там не так удобны съезды, да, вот сейчас мы проходим, смотрите, перекресток, да, очень удобный съезд для коляски. Никаких бордюров, никаких препятствий. Каждый перекресток, ну, в большинстве своем, да, давайте так, не каждый, оснащен светофором. Мы вот немножко нарушили и перешли на красный, да, и удивительно, что здесь светофоры имеют белый цвет для пешеходов. Вот там вот его видно, да, впереди. Для автомобиля он зеленый, для пешеходов он белый. Ну, такая особенность. Вот, поэтому перемещаться с коляской здесь очень удобно. Но и надо сказать, что мы сравниваем с нашим родным городом. Это город Астрахань. И Волгоград для нас тоже родной город. Конечно, наверное, если сравнивать с Москвой, в Москве также должно быть комфортно. Вот. Но мы были в Москве совсем недолго, поэтому для нас основное сравнение это с нашим городом Астрахань, который, ну, конечно, не является столицей, как Буэнос-Айрес, да, но тем не менее удобство, комфорт, оно требуется в любом городе, не только в столице. Поэтому давайте посмотрим, как же здесь перемещаются местные жители, насколько это удобно, насколько это комфортно. И особенно вот с нашим транспортом.
ездим на метро, мы встречали несколько типов вагонов, но в основном это были пластиковые сиденья, а вот этот мне нравится больше всего. Посмотрите, какие здесь диванчики. Они оббиты каким-то бархатом, что ли, я не знаю, ну так, это на ощущение, очень мягкие. Ну, блин, это выглядит, ну, просто как у бабушки дома. Очень здорово. Тебе нравится в метро? Кость, тебе в метро нравится? Нам тоже. И это мы все в метро. Это кафе в метро. Есть такая чиллаут-зона для отдыха. Где, конечно же, есть Wi-Fi бесплатный. Но встречается в Аргентине, в Буэнос-Айресе, во многих местах. Есть интервалаторы здесь, но нам попался не рабочий, поэтому идем по нему пешком сами. Ну, нам повезло, мы пришли на станцию Корриентес, где в прошлый раз покупали карту, и вуаля, мы купили вторую карту за 490 песо. Да, есть варианты, я читал, что можно купить и дешевле, или бесплатно ее как-то получить, но вот у нас так, мы купили ее на станции Корриентес. Метро, конечно, значительно меньше, чем московское, оно покрывает не весь город, но там, где нет метро, есть электрички, на которых также люди добираются из города. Привет! Мы сегодня едем за город по одному делу, хотим кое-что купить и решили воспользоваться таким транспортом. Это электричка. Мы только про нее читали, еще ничего не знаем, но говорят, что во время движения даже двери не закрываются. Посмотрим, так это или нет. В поезде нет туалета. Минус, конечно, большой, особенно с детьми. Вот. Но хорошо, что здесь запрещено курить. Таблички висят. Вот, можно посмотреть. Посмотрим, насколько комфортно нам будет ехать. Нам ехать где-то минут 40. Сиденье 4 места. И если, например, компания хочет ехать не спиной к движению, а вперед, да, можно вот это сиденье с помощью этой ручки вот так взять и переставить. Ну, это классно. Вот, конструкция окон тоже сделана интересно. То есть вот крепление можно, как и в наших поездах, поднять выше, ниже, регулируется на разных уровнях. И есть такая решетка от солнца, например, или для безопасности, если ребенок, например, с вами едет, можно открыть окно и закрыть эту решетку, чтобы ребенок никуда не делся. Мечта любого родителя, чтобы сын сам катал коляску, и заодно он прикатил ее к лифту. Да, это такое благо человечества, которое не на каждой станции метро есть, точнее даже это редкость, да? Но здесь оно есть, поэтому там, где лифта нет, приходится перемещаться и коляску возить на руках пешком, либо если где-то есть эскалатор, ну это большое преимущество. Уже приехали. Нет? О, мы застряли. Костян, я тебя поздравляю. Давай, залази в коляску. Не, поехали. Всего в первый раз у нас в Аргентине. Первый раз застряли в лифте. Достижение. Да? Еще здесь заметили, что... Да, год достижений. Что элеваторы, лифты очень медленно здесь перемещаются, поднимаются. Не знаю, наверное, с безопасностью связано, но это факт. Что, мы стали счастливыми обладателями второй карты СУВе транспортной. Когда мы сюда приехали, это была такая задачка не из легких, потому что абсурд. Автобусы, метро,
все есть, поехать не можем, потому что нет карты. Где купить? Без языка, ну, понятно, проблема. Выяснили, газетный киоск. Они еще, кстати, тут есть. Я помню еще в своей молодости такие киоски были везде по городу. Там продавали газеты, журналы, лотереи. Сейчас я даже в Астрахани их уже редко встречаю, а здесь это на каждом углу. То есть это прям такой серьезный бизнес. И вот эти карты транспортные, говорят, продаются там. Окей, идем туда. Есть? Нет. Где взять? Идите на почту. Пошли на почту. На нас так посмотрели странно. Типа, зачем вы пришли? Откуда на почте транспортные карты? Хорошо, куда? Нас направили на станцию Корриентес. Это вот как раз где мы сейчас только что были и купили вторую карту. То есть, кто приезжает сюда, пользуйтесь. На станции Корриентес мы купили уже вторую карту. То есть, они там есть. С разницей в 3 недели. Ну, вероятность такая, что там они просто чаще всего бывают. Мы на автобусной остановке. Вот так она выглядит. По сути, это просто столб с номером автобуса, который здесь останавливается. Но остановить, в принципе, можно любой автобус, махнув рукой. Вот такая особенность. А остановка никак не огорожена. Это просто, ну, часть улицы. Встречали остановки, которые с лавочками, крытые, но в основном это вот так. Сейчас будем ждать автобус, у нас 41-й. Вот так они типовые выглядят, автобусы с кондиционером. Не знаю, Wi-Fi есть, нет, мы не проверяли, но он нам и не нужен был. Достаточно комфортные, есть место для коляски, можно даже с ней зайти. Вот первые двери — это вход для пассажиров, потому что оплата происходит именно у водителя. Вот. Мы помещаемся сюда с коляской, если нет, ну, приходится складывать, да, как куда без этого. Наш 41-й автобус. Поднимаемся. Водителю надо назвать, куда мы едем. Так, перекладываем. Раз и два. Вот такой автобус. Здесь мы паркуем колясочку и вперед. Очень важно сказать, что люди в транспорте очень вежливы. Если мы заходим сюда с коляской или вообще, в принципе, он не видит ребенка, то встает сразу несколько человек, чтобы уступить место. В России ситуация, ну, схожая, и очень приятно. Это нас роднит. Такая особенность: автобусы останавливаются посредине дороги. Да, вот у них проезжая часть, вот автобусная остановка с автобусом, и дальше опять часть для автомобилей. Ну так вот мы приехали в парк, сейчас хотим прогуляться с Костяном, может быть, он у нас поспит в коляске, посмотрим. Такой красивый зеленый парк. Здесь вообще, в принципе, очень зелено в Буэнос-Айресе. Парки есть в каждом районе по несколько штук, да, они бывают большие, маленькие. И нравится, что здесь можно
в каждом парке гулять по траве, устраивать какие-то пикнички. Они не перегружены какими-то кафе, киосками, где тебе предлагают все купить. Поэтому это такие зоны, оазисы городские, где там вдалеке слышны, конечно, звуки машин, города, но также и, пожалуйста, птицы. Очень нравится, что здесь детские площадки, те, на которых мы были, они огорожены. Вот, посмотрите, ну понятно, что это из условий безопасности, но это очень комфортно. То есть мы заходим, да, калитка, замок, зашли, закрыли, да, и все. И спокойно ребенок играет. На площадке есть лавочки для того, чтобы подождать. Все очень безопасно, очень классно организовано. Ну, куда же без мороженого из Макдональдс? Gracias. Ну и так тоже бывает, да. Мороженое у нас упало. Ну вот на таком транспорте мы перемещались, пока здесь находимся. Автобус, метро. Еще мы ездили за город на электричке. На такси мы перемещались тоже, но в основном мы используем общественный транспорт, и в целом достаточно комфортно, потому что я очень переживала, так как в Астрахани я в основном передвигалась на личном транспорте, на машине, и когда надо было пользоваться общественным транспортом в Астрахани, это всегда вызывало какой-то ужас и страх, потому что, ну, что мне рассказывать? С общественным транспортом в каких-то периферийных городах у них всегда не очень хорошо. Здесь я даже не чувствую отсутствия машины. Для меня все комфортно. Не знаю. Конечно, нет предела совершенства, но вот то, что есть, меня очень радует здесь. Ну да, то есть если сравнивать наш образ жизни по поводу транспорта, там, где жили мы раньше и так, как сейчас, это кардинально вообще полностью другой вид перемещения, но он такой же комфортный. Да, мы ездим на общественном транспорте, мы перемещаемся пешком, и мы, во-первых, узнаем город таким образом, но и в целом он, помимо того, что удобный, он еще и недорогой. То есть и мы разные тарифы есть в зависимости от расстояния. На автобусе это от 30 там, до 50 песо условно. Надо делить на сегодня это на 4,5. Такси из аэропорта самая большая стоимость была это 8 тысяч песо. Здесь по городу где-то
2-3 тысячи песо, ну, делите на 4,5, получите цены, которые гораздо меньше, чем в Москве, и, наверное, они сравнимы, наверное, с нашими городами Астрахань и Волгоград, даже, может быть, чуть подешевле. Есть еще такой транспорт, как велосипед, который мы хотим использовать, да, но пока он нам недоступен, потому что нужно получить здесь некий документ. Нет, на самом деле мы хотим попробовать, но пока ничего об этом не знаю. Это не так просто, как сделать, например, в России. Взять в аренду велосипед, на нем покататься. Здесь есть какие-то сложности, правила, да, которые нужно сначала ознакомиться с ними, а потом уже кататься. Еще я хотела сказать про метро, что я была в метро в Москве, и я когда там была первый раз в метро, я сказала, я ненавижу Москву, я ненавижу этот город, я ничего не понимаю, все написано по-русски, но я ничего не понимаю, я здесь теряюсь. Как тут вообще можно куда-то доехать? При этом в Буэнос-Айресе тоже метро, и я туда зашла, там нет слова на русском, но там все понятно, все как-то интуитивно понятно, и оно такое маленькое, оно уютное очень, ты не чувствуешь себя в нем какой-то букашкой, ты вот, не знаю, ощущаешь себя очень комфортно. Вот. Но опять же, может, кто-то со мной не согласится, да, оно там не так помпезно выглядит, оно достаточно простенькое, но этим оно и завораживает. Que te quiero, eres la fuerza tú de mi existir, cuando ríes junto a mí, oíste, desde que llegaste tú mi vida cambió, y por eso yo le quiero dar gracias a Dios, porque fuiste la persona que se robó mi corazón, cuando yo te vi en los brazos de mi piscina, amor, amor, linda, belleza, preciosura angelical, que te trajo al mundo y que me supo regalar, y todo mi amor con gusto yo te voy a dar, lo que me faltó a mí a ti no te va a faltar, quisiera que sepan, lo mucho que te quiero, eres la fuerza tú de mi existir. Cuando ríes junto a mí, yo te veo reír, yo te veo llorar. Te escucho mi vida diciéndome, papá, si un día mi amor te llegaras a enamorar, que no te lastimen y hagan llorar. Le pido al Señor que mande un ángel y la guarda, para que te cuide y mantenga salva tu alma. Que si no te tengo mi camino se desarma, de mi vida jamás encontraría la calma. Quisiera que sepan, lo mucho que te quiero, eres la fuerza tú de mi existir. Cuando ríes junto a mí. Gracias. Un aplauso, gente. Gracias, amigo. Espero que Putin tome conciencia con el cumpleaños. ¿Escucha?